Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Сегодня у нас с вами будет очень глубокий психологический разбор, и название к нему звучит так: «Письмо самой себе из будущего». И как вы понимаете, сегодня мы с вами будем смотреть вас саму, да, и вас саму, которая уже преодолела временной интервал, да, от сегодняшнего дня в некое будущее. И соответственно, получила уже какой-то опыт, знает о том, что произойдет, собственно говоря. Так вот, мы с вами зачитаем сегодня, да, небольшое такое сообщение, обращение от вас самой из будущего к вам сегодняшней. Я не знаю, что это будет, да, о чем вы сами захотите себя предупредить, но у нас сегодня будет три позиции, мои дорогие. Загадайте, пожалуйста, себя. И что самое главное, это внимательно прослушайте сигнификацию, да, то есть собственную характеристику. Когда вы прослушаете ее, если она с вами срезонировала, совпала, то есть вы действительно такой человек, о котором будет идти речь, только в этом случае слушайте сообщение. Чтобы не получилось так, да, что вы послушаете какое-то чужое предупреждение или, может быть, обещание чего-то, да, то есть обязательно слушайте внимательно сигнификацию. Также скажу вам, что она не обязана на 100% совпадать с вами, да, то есть она может совпасть частично, а вот если сигнификация совпала прям на 100%, это значит, что то, что вы сейчас услышите, вот это сообщение из будущего, послание из будущего для вас, да, от себя самой, вам прям действительно нужно слушать от и до и внимать этому. Это будет говорить о том, что есть какие-то очень-очень важные моменты, да, которые вам необходимо знать сейчас. Итак, мои дорогие, мы с вами начинаем. Двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. Кто вы? В каком сейчас находитесь состоянии, в каких энергиях? Но здесь идет какое-то, знаете, такое разочарование, я бы сказала. Разочарование в любви, разочарование в чувствах, разочарование в том, что вообще в принципе возможна какая-то чистая любовь. Вы относитесь к отношениям очень трепетно, и для вас важно, чтобы мужчина вас любил, чтобы мужчина вас уважал, чтобы между вами было такое понятие, как чистота. Ну, на самом деле сейчас это большая редкость, потому что наши мужчины привыкли начинать с секса, начинать с каких-то странных сексуальных проверок, да, и так далее, высылать дикпики малознакомым женщинам. У вас же идет такое, знаете, то ли это воспитание в определенной семье, то ли это какой-то такой, знаете, так выстроена ваша душа. Для вас очень важно чистые отношения между вами и мужчиной. То есть секс стоит на каком-то 10-м месте для вас, и он возможен только после того, как вы узнаете человека поближе. И вот у вас сейчас, да, к вашему возрасту возникло такое ощущение, что мужчины все очень сильно испортились, если так можно сказать, да, то есть мужчины не соответствуют вот этим представлениям. Они хотят чего-то совершенно другого, они не понимают вас, не понимают, что вы от них требуете. У вас глобальное разочарование в любви,
в чувствах, вы не верите, что они вообще есть у мужчин. Вот. Но, тем не менее, вы человек такой, все равно частичка какой-то веры у вас остается в то, что все это возможно. Значит, вы идете по некому духовному пути, своему собственному. Я не буду говорить о том, что вы практик, да, но у вас очень такой, знаете, во-первых, большой интерес к понятию смысла жизни, каким-то таким философским вопросам жизни, происхождения человечества, да, того, что значит наши чувства, что значит наша жизнь. И, скорее всего, вы интересуетесь этими вопросами, вы читаете очень много, может быть, ходите на какие-то курсы, да, развития духовности своей. Вот, вы познаете себя. Не то, чтобы вы как практик, да, допустим, идете по пути магии или изучаете Таро для того, чтобы помогать людям, а вы это изучаете для себя, ну, возможно, это, возможно, какие-то другие, да, философские вопросы. Изучаете это для себя, чтобы понять, почему вы такая. Вам кажется, что вы родились не в своем времени, что вы должны были родиться в веке этак в 19-м, а то и в конце 18-го, да, когда были совсем другие нравы и представления между мужчиной и женщиной о любви, о браке были совершенно иными. Вот, значит, вам кажется, что мужик обмельчал, да, если проще говорить. Но для того, чтобы вам так казалось, кто-то очень сильно постарался. В вашей жизни, может быть, был один единственный мужчина, который вас обманывал, который разбил ваше сердце, который долгое время мутил вам голову, да, тем, что нет, я не изменяю, нет, тебе кажется и так далее. Потом выяснились какие-то неприятные вещи. Или это были несколько мужчин, которые приходили, и каждый из них вас очень сильно разочаровывал. На самом деле вы мечтаете о крепких отношениях, о крепком браке и о верности. Для вас это просто одно из самых главных качеств, которые должны быть у мужчины в отношениях, потому что вы верный человек. Хорошо, если это вы, давайте послушаем, да, ваше послание самой себе из будущего. Ничего себе. Ну, я вам хочу сказать, что в будущем вы, вот из того будущего, откуда сейчас будет звучать послание, вы находитесь в более выигрышной позиции, значительно более выигрышной, чем сейчас. Значит, потому что, первое, вы являетесь каким-то генератором идей, если так можно сказать, да, то есть вы что-то создаете вокруг себя, и это нечто совершенно новое, чем то, чем вы занимаетесь сейчас, то есть у вас какой-то новый вид деятельности, и к этому моменту вы обладаете таким даром, как сновидение, да, но сновидение это не совсем дар. Это некая способность, которую надо очень сильно и тщательно, и, ну, скажем так, регулярно тренировать. Да? То есть есть люди, сновидящие, которые способны во сне видеть будущее, которые способны к осознанным сновидениям, но на самом деле эти способности достигаются тренировками. Да? И если даже у вас есть зачатки этого, нужно очень долго тренироваться, чтобы, ну, собственно, правильно использовать, да, этот дар. Так вот, как нам говорят, да, у вас этот дар к тому моменту есть.
Значит, мы с вами не загадывали сегодня, какое именно будущее, да, через год, через 2, через 3. Ну вот пусть, если будет идти такая информация, я скажу. Вот, значит, пусть это будет немножечко размыто. Итак, послание вам от себя самой. Сейчас я нахожусь в рассвете своих сил. Я абсолютно сильна, устойчива и вижу очень-очень далеко. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что все произошло так, как должно было произойти, и что я не могу изменить другого человека. Долгое время я думала, что я могу это сделать, и это причиняло мне глобальный вред, глобальное ощущение борьбы. Да? Я все время боролась и страдала от этого. Но сейчас, по прошествии лет, я поняла, что нет смысла пытаться кого-то изменить. Если у этого человека черная душа, если у этого человека абсолютно нет совести и нет каких-то представлений о нравственности и морали, то я не смогу светом своей души рассеять эту темноту. Каждый должен найти свой путь. И здесь, на Земле, в этой жизни мы очень одиноки. Именно в своем пути, в своем познании. Поэтому тот, кого ты держишь сейчас, тот, кто причиняет тебе множество страданий, это человек, который идет просто своим путем, непонятным тебе. Поэтому я лишь хочу сказать тебе, я понимаю, что сказать тебе сейчас на данном этапе отпусти его, да, отпусти его, пусть он идет вот так, как он считает нужным. Это бессмысленно, потому что для того, чтобы ты это поняла, ты должна пройти мой путь до меня сегодняшний. Но сегодня я хочу сказать тебе, просто держись, просто живи. Ты дойдешь до момента, когда ты почувствуешь эйфорию, триумф от себя самой, от того, чего достигла ты. За время от тебя до меня у тебя откроются яркие способности. Эти способности будут вести тебя, и ты поймешь, что не только любовь и не только отношения между мужчиной и женщиной создают человеческую жизнь. Ты поймешь, что эту любовь можно взрастить в себе и вложить во что-то иное. Не переживай и ни о чем, ничего не бойся. Ничего не бойся. Впереди победы. Впереди победы. Впереди будет такой момент, когда ты поймешь, что то, что ты пережила, и то, что было разрушено в твоей жизни, было совершенно необходимо для того, чтобы ты стала сегодняшней мною. Поэтому ничего не бойся, просто иди вперед. Живи так, как ты проживаешь эту жизнь. Слушай себя, и ты обязательно увидишь большое количество света и увидишь себя немножечко другой, чем ты есть сейчас. Ну вот так, мои дорогие. Вот примерно так звучит ваше послание. Оно очень вдохновляющее, потому что здесь нет никаких предупреждений. Здесь говорится о том, что вы, будущее, отпустили какого-то человека, отпустили какую-то ситуацию, собственную обиду, униженность некую, да, ощущение, что вас использовали долгое время. Вы это отпустили, и это вас абсолютно не гложет. Понимаете? Не гложет. И вы, будущее, лишь
хотите вдохновить себя настоящую, вдохновить просто жить, идти дальше. У вас еще впереди будет огромное количество свершений. Просто огромное. Здесь будет какое-то новое начало, и оно связано с реализацией, с деятельностью, с тем, что вы вот просто вспыхнете, вырастете, раскроетесь. Здесь очень вот прям замечательные, теплые, яркие такие энергии, как будто вы знаете, после долгой-долгой зимы наконец-то пришло тепло и зашло теплое большое солнце. Благодарю вас, мои дорогие. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двоечки. Угу. Ничего не получается. Что-то вы пытаетесь сделать, может быть, грызете гранит науки, учитесь где-то, и неважно, сколько вам лет, но что-то не получается, что-то вы до конца не понимаете в этой ситуации. Пытаетесь вникнуть, пытаетесь как-то себя поменять, что ли, но чувствуете себя вот прям абсолютно какой-то неумехой, какой-то дурочкой в некой ситуации. Сейчас идет такая энергия, то ли вы где-то учитесь, то ли вы на новом месте работы находитесь, и вам приходится познавать, да, то есть сейчас идет процесс познания, который вам не дается. То ли вид деятельности другой, то ли что-то очень сильно усложнилось для вас. Вот, давайте еще смотреть, что нам скажут о вас. Ну, здесь говорят о том, что вы замужем, есть у вас ваш король Пентаклей, но с этим королем Пентаклей, скорее всего, отношения сошли на нет. Часто так бывает, да, так называемое одиночество вдвоем, когда муж вроде фактически присутствует, вот, а энергетически полностью отсутствует. Вот. Здесь есть король Пентакли, который даже может вас обеспечивать, даже может давать какую-то основу в жизни, но и любовь, и страсть между вами абсолютно исчерпаны. Вы ищете эти чувства на стороне. И значит, в вашей жизни то ли был, то ли есть какой-то мужчина, который вас чуть не увел из семьи. Настолько серьезные были эмоции к нему. То есть это была прям настоящая любовь, которая включала и страсть, и какие-то кубковые сердечные чувства, да, фантазии, платонические переживания. Все это было между вами. Почему говорю было? Потому что все в прошлом. Да? Человек, может быть, еще присутствует так или иначе. Может быть, вы там пару раз в месяц переписываетесь, вот, но ни вот этой страсти, ни любви в данный момент уже нет. Очень многих проиграется, что вот с этим любовником, или, может быть, это не любовник, может быть, это какой-то, знаете, ну, такой платонический роман по переписке у кого-то был. Вот. Здесь у кого-то полностью окончены эти отношения. Здесь перевернута двойка мечей, то есть поставлены какие-то точки, и осталось лишь вот внутреннее, знаете, переживание любви, страсти, воспоминания об этом и сожаление, конечно же, о том, что невозможно это повторить. А у кого-то человек периодически здесь прорывается сквозь эту двойку мечей, да, вот он я, здрасте, как бы, да, давай поговорим, и баламутит вас, баламутит. Ну, в общем, вы находитесь в какой-то печали, злитесь вы на себя. С одной стороны, вы, как птица Феникс, можете полностью, ну, собственно, раствориться, да, уничтожить себя самостоятельно и потом взлететь вновь, ну, то есть восстановить себя, воскреснуть. У вас сейчас происходит этот процесс как раз.
То есть вы сейчас злитесь на себя за то, что что-то не получается, очень, ну вот в какой-то печали находитесь, разочарованности жизнью, работой, мужем, любовником вот этим, который сгинул, да, в никуда. То есть как-то вот все пошло не так, как вы хотели, не так, как вы себе напридумывали, намечтали. Но сейчас уже идет вот этот процесс обновления в вас, да, то есть вы еще уничтожены, но уже птица Феникс потихонечку, да, собирает свои огненные перья для того, чтобы однажды воскреснуть. Вот, значит, вы человек очень эмоциональный, и вам эмоций постоянно не хватает. То есть вы сами готовы отдавать эмоции, и вы хотите, чтобы в отношениях, да, вам эти эмоции тоже дарили вот неумеренно, да, скажем так, а вот чтобы этого было много всего. Вот, ну, любовь у вас к этому вашему возлюбленному присутствует до сих пор, хотя вы пытаетесь над ней работать. Я бы сказала, что ваш муж вас раздражает тем сильнее, да, тем, чем больше вы думаете об этом мужчине. Вот, чем больше ваше сердце его вспоминает, а у кого-то и тело, да, тем сильнее ненависть к мужу. Вот, может быть, даже уже живете в отдельных комнатах. Хорошо. Ну, давайте посмотрим. Нет, вот на это. Послание вам от себя самой из будущего. Что вы хотите сказать себе? Что вы хотите сказать себе? Не трать эти деньги или не трать деньги. Сейчас ты хочешь принять решение о том, чтобы потратить какую-то сумму денег или купить что-то. Может быть, эта сумма денег нужна какому-то человеку, который тебя просит о помощи, да, или в долг. Может быть, ты собираешься купить недвижимость, машину, что-то серьезное, потому что это большая сумма денег, которую ты скопила или заработала, ну, в течение приличного срока времени. И я прошу тебя, не вздумай тратить эти деньги. Если ты примешь решение о том, чтобы потратить эти деньги, через время ты выйдешь в состояние жертвы. Ты поймешь, что ты совершила глобальную ошибку. Если разговор идет о том, чтобы дать кому-то в долг, то ты не получишь назад эти деньги. А если разговор идет о вложении в какую-то недвижимость, то эта недвижимость зависнет для тебя каким-то мертвым грузом. С ней что-то не так. С ней что-то не так. Или тебя обманут, или если ты там для сдачи, для чего-то еще покупаешь, ты не сможешь воспользоваться этим как активом. Значит, сейчас не время тратить деньги. Прими, пожалуйста, правильное решение, потому что в том будущем, в котором нахожусь я, ты эти деньги потратила. То есть ты приняла неправильное решение. И сейчас я разгребаю то, что ты сделала тогда. Значит, не трать деньги, прими правильное решение. Ты должна знать о том, что человеческая судьба, она строится, она не является чем-то незыблемым. И каждое наше решение, да,
создает новую реальность для нас. Каждое наше серьезное решение создает новую реальность для нас. Поэтому, пожалуйста, не трать эти деньги, о которых ты сейчас думаешь. Возможно, ситуация с деньгами сформируется в будущем. То есть она сейчас еще не сформировалась. Может быть, ты сейчас еще не находишься в состоянии принятия решения. Но в ближайшем будущем может сформироваться эта ситуация. И ты должна принять только правильное решение. Также я хочу сказать тебе, что ситуация с работой изменится. Ситуация с работой изменится. Если ты сейчас потеряла работу, не переживай, ты сделаешь рывок, и в дальнейшем получишь какие-то финансы, ну, найдешь новую работу, я так понимаю. Вот. Если сейчас у тебя все на работе как-то неясно, и ты должна сделать выбор, уходить ли тебе или не уходить, то я бы советовала тебе уйти, потому что здесь ситуация с работой очень сильно изменится для тебя. Если сейчас ты еще как-то висишь в воздухе, да, то здесь я могу тебя предупредить, что ты упадешь. Делай выбор. Чем быстрее ты сделаешь выбор в пользу чего-то нового, уходить в новое, тем быстрее восстановится твое финансовое положение. Значит, думай сейчас о деньгах. Не думай о любви, не думай о каких-то эмоциях, о мужчине. Думай о деньгах, потому что сейчас период, когда ты или пан, или пропал. А вот то, как ты поступила в прошлом, да, то есть то, что ты дала кому-то деньги или вложила эти деньги во что-то, что ты планируешь сделать, сейчас привело меня в будущем к состоянию бедности, к состоянию экономии, к состоянию того, что я не знаю, что мне делать. Если ты примешь правильное решение насчет своих накоплений, мы с тобой вместе не пострадаем. То есть я или ты в будущем не пострадаем. Значит, и также ситуация с работой. Здесь нужно прорывать в пространство и идти в это новое, в то, что ты давно хотела пойти, то, что тебя манит, то, что ты хотела сделать в своей жизни. Нужно как можно быстрее принимать решения. Ты не сможешь усидеть на двух стульях. Чем раньше ты примешь это решение, тем быстрее выйдешь в королеву Пентаклей. Ну вот как-то так. И да, вы останетесь со своим мужем. То есть на период вот этого будущего, откуда вы посылаете себе послание, вы будете со своим мужем. Благодарю вас, двоечки. Надеюсь, услышали важную информацию для себя. Троечки. Кто вы, что вы? Угу. Угу. Здесь между вами очень сложные цикличные отношения, вернее, как у вас
сложные, цикличные отношения с неким женатым человеком. Вы можете быть свободны, вы можете быть замужем. Нам показывают его императором, его женатым человеком. Значит, человек постоянно обманывает вас, возвращаясь в вашу жизнь, говоря вам о том, что сейчас ситуация как-то изменится. Тем не менее, вы с этим человеком испытываете состояние счастья, солнца, да, внутреннего, и вы не можете от него отказаться. Вы не хотите его терять, не можете от него отказаться. Сейчас, в данном периоде времени, этот мужчина не действует в вашу сторону. Вы в очередной раз поругались с ним, в очередной раз вскрыли какой-то его обман. Вам очень неприятно от этого, тяжело, это тяжелое переживание, особенно в тишине, да, когда они происходят, когда мужчина также молчит, да, играет с вами в молчанку. Вот, значит, может быть, даже он вам сказал о том, что он принял решение об уходе из ваших отношений. Но, скорее всего, знаете, сейчас мужчины у нас трусоватые, они замолкают. Ну что, зачем женщине говорить, что он принял какое-то решение? Надо замолчать, она сама все поймет. Вот, значит, и вот сейчас в вот этих энергиях, в этих переживаниях происходит нечто, что является, ну, как бы, знаете, признаком высшей справедливости. Например, вот этому человеку полетел бумеранг. Или кому-то, кто вам сделал зло, полетел бумеранг. И вы увидели результат. Да? Вы увидели, что это свершилось. Вот, значит, здесь все в ваших энергиях, да, все говорит о, прям, знаете, отношения. Причем это отношения с одним человеком, как будто бы вы живете большей частью своими эмоциями, переживаниями, анализом этих отношений, анализом его поведения и того, что будет или не будет. И карты говорят о том, что это происходит уже ну, на какой-то такой регулярной основе. Вы расстаетесь, потом вы сходитесь опять, или судьба вас сводит, да, и все начинается вновь. Ну, короче говоря, это какая-то непрекращающаяся история, которая длится и длится. И для вас, и для этого мужчины. Хорошо. Хорошо. Ну, надежда есть на счастливую любовь. Вы почему-то думаете, что это ваш кармический муж, что то, что он периодически возвращается в вашу жизнь, это запрограммировано свыше, и поэтому вы эту связь не можете никак разорвать. Хорошо. Давайте послушаем ваше послание себе из будущего. Ваше послание себе из будущего. Угу. Вы говорите себе, что все пошло не так. Все пошло не так. Как долго ты еще собираешься тратить свое время
на какие-то бесплотные мечты о мужчине или о гипотетическом мужчине, когда же он придет, или о том, который есть сейчас. Ты понимаешь, что ты себя просто растрачиваешь, раздариваешь, и ты так и не напишешь свою великую книгу, о которой ты мечтаешь, если ты будешь постоянно сливать свою энергию в эти переживания. Ты все время находишься в каких-то иллюзиях, думаешь, мечтаешь, бегаешь, но все это не конструктивно. Вспомни о своей инопланетной природе. Вспомни о том, что всегда, начиная с детства, тебя считали иной, другой, не такой, как все. И вспомни о том, что твоя фантазия формировала какие-то прекрасные картины вокруг тебя. Ты очень талантливый человек, внутри которого огромный непознанный мир. Но ты забываешь об этом, и всю свою творческую энергию ты сливаешь в свои переживания, свои слезы, ночные бдения. Ты постоянно думаешь именно о мужчине. И вот если ты продолжишь это все делать, то ты так никогда не исполнишь свою мечту. Ты должна помнить о том, что ты пришла сюда, на эту планету, ты действительно из совершенно другого мира. Ты пришла сюда, на эту планету, для того, чтобы создать, для того, чтобы сотворить что-то. Ну, здесь конкретно про книгу, написать книгу, да, но у кого-то это может быть связано с музыкой, с картиной, например, да, или картинами. То есть вы должны сделать какой-то творческий акт. Возвращаюсь опять к вам самой. Так вот, дорогая моя, я понимаю, что тебе хочется быть сексуальной, тебе кажется, что время уходит, и пока ты еще можешь кому-то нравиться, ты должна обязательно это делать. Но факт не в этом, а в том, что у тебя действительно не похожий ни на кого взгляд на мир, и ты обязательно должна этот взгляд на мир выразить. Выразить так, как ты умеешь. Потому что сейчас, вот в этой линии жизни, к которой ты идешь, и ты бесконечно думаешь, мечтаешь о нем, сливая просто себя, у тебя не остается сил ни на какое творчество, у тебя не остается сил писать эту книгу. Понимаешь? И вот на этой линии жизни я полностью истощена. Сейчас я понимаю, что время потрачено зря, и возможности наши с тобой упущены. Упущены, потому что ты постоянно кружишь вокруг одной и той же темы. Поэтому сейчас я очень сильно страдаю. Я страдаю от того, что ты слила себя. У нас с тобой были глобальные возможности создать это что-то, да, написать эту книгу, возможности даже стать знаменитой. У тебя были возможности стать знаменитой, написав эту книгу. У тебя были возможности, просто выразив себя, вдруг перейти на совершенно иную линию жизни и жить по-другому, чем ты живешь сейчас. Взлететь над теми бытовыми проблемами, которыми ты сейчас живешь. Просто найдя в себе вот это зерно инопланетное, да, инопланетный взгляд на вещи, и выразив это в мир, показав это людям. Ты всегда хотела это сделать, но ты всегда находила какие-то отговорки. То мне это кажется, то я недостаточно талантливая. У тебя всегда был какой-то комплекс самозванца. И поэтому твоя внутренняя сила, твой талант,
пожирает тебя изнутри. Тебе все время кажется, что ты хочешь любви. На самом деле ты хочешь самовыражения, ты хочешь выпустить эту силу. Сейчас я истощена, ты повела себя неправильно. Поэтому я очень прошу тебя, садись и начинай писать книгу. Даже если у тебя нет ничего в голове, даже если ты пуста, садись перед чистым листом бумаги, перед компьютером, перед любым носителем, где можно писать. И просто начинай записывать свои мысли, свои ощущения, нащупывая в темноте ту самую нить, да, нить, которая впоследствии сплетет для тебя какие-то очень красивые, замысловатые узоры. Иначе ты придешь ко мне сегодняшней, истощенной, которая, смотря назад, да, глядя назад, видит пустоту и упущенные возможности. Ну вот как-то так. Вот как-то так. Здесь очень такая, на самом деле, печальная энергия, поэтому я думаю, это какое-то предупреждение об упущенном времени, об упущенных возможностях. И слова о том, что внутри вас какой-то глобальный творческий потенциал. Поэтому прислушайтесь, насколько это созвучно, да, внутри с вами. И, может быть, действительно у вас есть мечта написать книгу или, может быть, какие-то картины написать особенные, да, или что-то сшить. Я не знаю, о чем была речь, да, то есть вы, будущее, лишь говорите себе: сделай это наконец. Переставай плакать, скулить о каких-то мужчинах или о каком-то мужчине. Отдавать себя на растерзание эмоциям и чувствам. Все это можно сублимировать и вынести в мир в какое-то произведение искусства. Короче, здесь об этом. Ну что, мои дорогие, благодарю вас. Вот такой сегодня у нас был экстрасенсорный, психологический разбор. Надеюсь, что вы нашли какие-то свои важные ответы в нем. А я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.